Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых обращений или заказов с сайта на платформе Tilda в сервис email рассылок MailChimp. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заявки из Tilda в другие системы. Например, в сервисе MailChimp вы сможете создавать новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Далее необходимо выбрать действие «Получить данные из форм». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Tilda в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Tilda. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Tilda. Далее переходим к редактированию вашего сайта. Теперь переходим к его настройке. Находим раздел «Формы» и сервис Webhook. В поле Webhook URL вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. Подключаем ко всем формам на сайте. При необходимости вы можете перейти к дополнительным настройкам, для того чтобы передавать больше данных. После этого необходимо опубликовать все изменения. Далее необходимо перейти на ваш сайт и сгенерировать новое событие, например, заполнить форму или оставить новый заказ. После того, как новые данные сгенерированы, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем MailChimp. Далее необходимо выбрать действие «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт MailChimp к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет MailChimp. Далее переходим в настройки профиля. Теперь нам необходим раздел Extras API Case. Если у вас еще не создан API ключ, вы можете это сделать, нажав на кнопку Create a Key. После того, как ключ создан, его необходимо включить, скопировать и вставить в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в который вы будете добавлять новые контакты при каждом новом заполнении формы или заказе с Tilda. Далее отобразятся поля, которые необходимо заполнить для создания нового контакта в MailChimp. В эти поля вы можете назначать переменные из Tilda. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка.
Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в MailChimp при каждом новом обращении из тильда. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в MailChimp». После успешной отправки переходим в MailChimp и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных MailChimp успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!